Миру известно довольно много мегалитов, построек из огромных камней. Даже на далеком острове Пасхи есть свои мегалитические скульптуры. Самая большая весит 86 тонн. Кто их мог вырубить из камня, дотащить до места установки и поставить там, кроме инопланетян? Это только они. Больше некому. Вы говорите, нет доказательств? Так кто же это сделал? И как в этом разобраться? Остров Пасхи на местном языке, Рапа-Нуи, был заселен более 1000 лет назад. Как именно и кем именно, точно не ясно до сих пор. Но европейцам стало известно о нем только в 1722 году, когда голландец Роггевен наткнулся на него чуть ли не точно посредине Тихого океана. Следующее посещение, уже испанцами, состоялось только через 50 лет после Роггевена. Чуть позже к острову ненадолго причалил Кук, после него Лаперус. 4 посещения на весь XVIII век. Не густо. Но какую-то динамику, вообще говоря, не очень радостную, европейцы наблюдали. К кораблям Роггевена вышли люди, явно принадлежащие к двум разным народам. Одни были светлокожие и рослые, другие — темнокожие и невысокие. Многие из светлокожих были бородаты, у некоторых кожа была розовая, как будто они обгорели на солнце, и у них были искусственно растянуты мочки ушей. Они доставали до самых плеч. А самой удивительной деталью пейзажа на острове были гигантские каменные статуи, до 10 метров высотой. Они стояли по всему острову на специальных каменных платформах, именуемых аху. Как примитивные островитяне могли высечь из камня таких исполинов? Тем более приволочь к месту установки и поставить там. Голландцы представления не имели. Европейцы знали немало мегалитов. Чуть ли не самый известный — пирамида Хеопса. Масса самого большого каменного блока достигает 35 тонн. Храм Юпитера в ливанском Баальбеке удивляет не меньше. Блоки от 800 до 1000 тонн в его основании не единичны. Но это еще под боком. А откуда такие чудеса на маленьком острове? Мореплавателям XIX века повезло не так сильно. Все меньше гигантских статуй они заставали на своих местах. Последнюю повалили в 1840 году. Население острова вело почти беспрерывные междоусобные войны, и победители сваливали все статуи на территории побежденных. Это время так и называли — Хуримааи, эпоха сбрасывания статуй. Исчезли и светлокожие рослые туземцы, которых называли ханау-эппе, длинноухие. Их победили, практически всех перебили и с удовольствием съели ханау-момако, короткоухий, темнокожий и невысокий народ. Легенды говорили, что победители сохранили жизнь только одному длинноухому, как последнему в их роду, и его потомки до сих пор живут на острове. А новые статуи уже не появлялись, да и старые никто не мог водрузить на место. Победители этого просто не умели, да им и не очень хотелось. Шло время, и, как всегда, прошлое острова Пасхи становилось все дальше и все загадочней. Еще одна его тайна стала проблемой для всего научного сообщества. Загадочная письменность Кахау-Ронга-Ронга. Единственная самостоятельная письменность во всей Океании. Ее носители погибли почти одномоментно. В 1862 году перуанские плантаторы обманом увезли значительную часть населения острова себе в рабство, добывать гуано на птичьих базарах. Их удалось освободить и вернуть на родной остров. Но многие в рабстве умерли, а вернувшиеся завезли на остров Оспу. В общем, в 1866 году умер последний местный житель, который умел читать ронга-ронга. Больше пока никто это делать не научился. Для современных ученых это пока остается нерешенной проблемой. Интерес к загадкам острова рос, но археологические раскопки практически не велись. Считалось, что это не имеет смысла. Лесов на острове нет, почвы всего ничего. Что копать? Застывшую лаву. Местный фольклор освещал историю острова достаточно подробно, но кто верит фольклору? Они вам такое расскажут. И про Вавилонские сады, и про Троянскую войну. Да, но Трою ведь действительно нашли. Ну, так случайно совпало. Настоящее доказательство где?
Чтобы разобраться во всем этом, на остров загадок должен был прибыть настоящий мастер их разгадывать. И остров его дождался. В 1955 году на его берега высадилась археологическая экспедиция Тура Хейердала. Совсем недавно сенсационным успехом закончилась его экспедиция на Контики. Индейский бальсовый плот за 97 дней доплыл из перуанского Кальео до Тихоокеанского острова Рароя, доказав, что индейцы Южной Америки теоретически вполне могли достичь этих островов на своих плотах. Самым ближним к континенту Южной Америки островом был как раз остров Пасхи. Может быть, именно потому одно из его названий звучит как Мата-Ките-Раги, глаз который смотрит в небо. На бывшую родину? Хейердал решил разобраться в этом сам и на месте. У такого человека, как Хейердал, новшества начинаются сразу. Только он поставил для себя на берегу палатку и прикрыл вход сеткой от насекомых. Жена сказала, что надо и полог опустить. Сквозь сетку пыль пробивается. Пыль? На безлесном острове? Ну да, выветривание здесь сильнее, именно потому, что нет лесов. Но тогда выходит, что за столетия может накопиться вполне приличный слой почвы. Почему же здесь не производили раскопки? Давайте попробуем. Результаты раскопок становятся сенсационными. Хейердал сверяет их с легендами, которые ему рассказывают подружившиеся с ним пасхальцы, и быстро получает доказательства того, что все так и было. Да, одна часть местных жителей, те самые длинноухие, выдерживала осаду на небольшом полуострове, который они отсекли от всего острова оборонительным рвом. А когда их враги, короткоухие, на них напали, зажгли костер. Но короткоухие, благодаря предательству, обошли ров, ударили в тыл и сожгли большинство длинноухих в их собственном рве. Вот и доказательство. На месте этого рва от шурфа к шурфу одно и то же. Полоса золы с каймой из угольков, здесь явно пылал огромный костер. Время его горения легко установить как раз между визитами Роггевена и Кука. Потому-то Роггевен видел высоких светлокожих и рыжеволосых людей, а Кук — нет. Все это подтверждает и главный знаток местного прошлого, староста острова, потомок того единственного длинноухого, которого пощадили и оставили на развод. Тот был его предком в 11-м колене. Он вообще очень многое знает, хранит предания своих длинноухих предков, которые и были теми мастерами, возводящими огромные таинственные статуи. Может быть, он знает, как их двигали. А то все рассказывают, что благодаря заклинаниям местной ведьмы они сами шли к месту своей установки. Переваливаясь сбоку на бок, что-то плохо верится. Хейердал уже подружился со старостой, завоевал его доверие, но пока что он ничего не говорил об этом. Может, скажет теперь? Ответ старосты на прямой вопрос уже пахнет сенсацией. «Да», — говорит он, — «я могу поставить такую статую на место». Но мало ли что он скажет. Туземцев народ непростой. Восток — дело тонкое. В тот же день, когда статуя встанет на место, плачу $100. Староста отвечает, что немедленно готов приступить, вот только еще накладные расходы. «Нет вопросов», — заверяет его Хейердал, до сих пор плохо веря своим ушам. Староста немедленно созвал родню. Понадобилось всего 11 человек. Протанцевали нужные волшебные танцы, произнесли положенные заклинания, зажарили в жертву духом роскошную курицу и с удовольствием сами ее съели. Это уже как водится. А дальше все было проще простого. Понадобилось только 2 бревна и куча камней разного размера. По острову их валяется видимо-невидимо. Староста и его компаньоны подсунули бревна под статую, как рычаги, и начали ее поднимать. Чуть-чуть, на несколько сантиметров. В образовавшиеся щели напихали камней, и статуя немножко приподнялась. Процедуру повторяли раз за разом, и уже на 11-й день статую начали устанавливать вертикально, подкладывая камни под ее лицо, шею и грудь. Потом обвязали голову толстой веревкой, прикрепив ее к 4 растяжкам. И, наконец, на 18-й день аккуратно поставили ее с помощью этих веревок на торец и хорошенько закрепили,
а кучу камней убрали. Вот и вся тайна. Как эти огромные статуи транспортировали через весь остров, тоже выяснилось без труда. Староста опять намекнул на расходы. Хейердаал не возражал. В земляной печи на камнях изжарили 2 быков, напекли местных овощей – батата, кукурузы и тыквы, и пригласили желающих попировать. 200 человек, натрескавшись от пуза на свежем воздухе прекрасного жареного мяса с качественным гарниром, легко согласились взяться за канаты, привязанные к статуе, и потащили ее с такой скоростью, будто пустые ящики волокли. Кстати, высекать такие статуи из камня староста и его родня тоже умели. Даже начали для примера, но заканчивать не стали. Долго. А если бы у Хейердаала было чуть побольше времени и денег, высекли бы и статую за милую душу. Впервые за 100 с хвостиком лет. Экспедиция Хейердаала благополучно завершила работу и отплыла в родную Норвегию, совершив массу открытий. Раскрытие тайны статуй было только маленькой их частью. Теперь целый ряд статуй подняли и установили на прежние места. Их уже более 50. Ученым интересно, туристам приятно. Туризм в списке доходов острова вполне заметен. Так что и островитянам полезно. Разобрались ученые и с прочими мегалитами, и как пирамиды строили, и как Стоунхендж возвели. Инопланетян можно не тревожить, без них справились. Что из этого интересного примера стоит запомнить, чтобы в случае чего использовать в собственной работе? Во-первых, прислушивайся к аборигенам. Ты сюда только приехал, а они здесь жизнь прожили. Явно знают о родном крае больше тебя. Если где-то и приврут, с этим можно разобраться. Но во многом явно будут правы, и ты зря будешь им не доверять. Во-вторых, не жадничай. Нужно решить проблему. Предложи оплатить расходы. Мало $100 – добавь. Деньги сами проблем не решают, но очень хорошо помогают их решить, если их правильно потратить. А самое главное. Помни, что даже на острове Пасхи такие же люди, как и мы все. Их учили по-другому. Но сильно ли это важно? Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.